5 миллионов пользователей просто можно там условно отбивать. Набивать самые дешевые транзакции можно у нас, перегоняя USDC в сети BaseCAD. Это самая дешевая транзакция, которую можно делать. И видим, что эта дешевая транзакция стоит всего лишь 12 центов. Таким образом, всего лишь за 30 центов мы сможем совершить целых 3 транзакции. Друзья, всем большой привет! На связи, как всегда, я, неизменный автор данного YouTube канала Дмитрий Самсонов. И сегодня мы поговорим с вами на такую тему, как Layer Zero, а именно, как делать дешевые транзакции. Разберем с вами параметры, на которые мы будем опираться как критерии для получения дропа. Поговорим о том, почему именно эти критерии будут важны и самое главное, как дешево их делать. Будет очень интересно, а главное полезно. Не забывай подписываться на мой новый YouTube канал, ставить лайк под этим видеороликом. И не будем затягивать, друзья, начинаем, погнали! Друзья, прежде чем мы начнем, хотел бы акцентировать свое внимание на некоторых видеороликах, ввиду того, что сейчас данный ролик может смотреть либо новичок, который только интересуется данной темой, либо тот человек, который уже делает какие-то активности, хочет узнать и оптимизировать, как этот процесс делать лучше. В принципе, если ты новичок, вообще не знаешь, что делать, рекомендую тебе посмотреть полную пошаговую инструкцию. Вот здесь вот ссылочку в описании на нее прикреплю. Вот таким вот образом выглядит видеоролик. Вот. А если ты уже старичок и знаешь и делаешь какие-то аккаунты, какие-то активности, очень важно понимать, за какие моменты тебя могут сбрить. Вот также прикреплю вот этот видеоролик, ссылка на него будет вверху. Ну и непосредственно мы переходим к первой интересной статистике, которая у нас затронута на Дюне. В принципе, ссылочку на нее оставлю в описании. Как я говорил уже в этом видеоролике, первое, на что я бы обращал внимание, это количество сетей. Про них, про сети мы поговорим. Обязательно поговорим, но уже в следующем видеоролике. Сегодня мы поговорим о таком мультипликаторе, как количество транзакций. Если вы посмотрите в эту графу, у нас здесь есть различные показатели. Это одна транзакция. Вот таким вот образом выглядит практически четверть всех транзакций, которая была у нас задействована. А именно количество транзакций практически 21 миллион. Четверть — это только пользователи, которые просто одну транзакцию сделали и все. То есть можно сделать вывод, что с 20 с лишним миллионов 5 миллионов пользователей просто можно там условно отбивать. Можно сделать вывод, что четверть всех этих транзакций она была совершена там сибилами, автоботами и так далее и тому подобное. Соответственно, следующий момент. 2-5 транзакций у нас сделано 24%, 23% уже 10-19 транзакций. Я акцентировал свое внимание в данном видеоролике, где подробно рассказывал о своем принципе того, как я классифицирую аккаунты, там пыльные, средние и главные аккаунты. Так вот, на пыльных аккаунтах можно делать там 10 транзакций, 11-12 транзакций более чем уже достаточно. Дальше просто поддерживать, прогревать пыльные аккаунты. Но уже для средних аккаунтов минимум нужно 20 и более транзакций. И делать 20 и более транзакций, мы как раз попадаем уже в четверть пользователей, которые будут претендовать на дроп. Главные же аккаунты у меня сделаны с транзакциями 50 и больше. Это чтобы 100% претендовать на дроп. Это очень уникальные кошельки, которые входят здесь буквально в пару процентов. И исчисляются у нас буквально там в 31 тысячу пользователей. Поэтому для главных аккаунтов у нас 50 и более транзакций, для средних аккаунтов 20 и более. И вот для пыльных аккаунтов достаточно сделать 10, 12, 11 транзакций. И теперь, для того, чтобы понимать, а как же делать 20, 50 транзакций на средние и главные аккаунты, как их главное делать дешево. Именно сегодня мы с вами об этом поговорим, поэтому переходим к следующему важному пункту. Погнали! Я уже оставлял эту инструкцию с порядком действий, того, как, в принципе, стоит там в несколько дней выполнять активности. И здесь есть очень важные ссылки, которые нам сейчас потребуются. Поэтому для того, чтобы получить этот порядок действий и ссылки, которые будут задействованы в этом ролике, подписывайся на мой телеграм-канал, ссылка будет в описании, прям конкретно на этот пост, где ты можешь забрать все эти инструкции. И первое, что нам необходимо, это добавить кастомную RPC для сети BSK. Вот таким вот образом она выглядит, она от Анкора, и нам необходимо ее добавить, авторизировав свой кошелек и добавив сеть в MetaMask. У меня это уже сделано, в принципе, поэтому мне не нужно добавлять эту кастомную RPC сеть, она у меня уже добавлена, вы же нажимаете добавить сеть и, в принципе, после того, как MetaMask выскакивает, автоматически добавляете.
Также хочется отметить, что решения Anchor, RPC и AppChain теперь доступны на Microsoft Azure. В принципе, я считаю, что в дальнейшем будут сделаны такие решения, которые позволят нам минимизировать все комиссии в любых сетях. Поэтому это очень выгодно и то, что нам в первую очередь потребуется. После того, как мы добавили с вами сеть, набивать самые дешевые транзакции можно у нас, перегоняя USDC в сети BSK. Как раз именно для этого мы добавили BSK by Anchor. И также взаимодействие с сетью Gnosis и Celo. Как это выглядит на примере, я сейчас непосредственно покажу. Первое, что нам интересно, это гонять в коре. Можно стейблкоины. Кошелек, видимо, у нас уже подключен. Что мы делаем? Вводим небольшое количество стейбла, нажимаем кнопку трансфер. И у нас транзакция всего лишь стоит 18 центов. Но благодаря тому, что мы добавили кастомную RPC сеть и поменяв Gwei на 1, у нас транзакция выйдет всего лишь 10 центов суммарно. Поэтому это самая дешевая транзакция, которую можно делать. Это первый вариант. И второй, сейчас я вам покажу. То есть после подтверждения у нас транзакция принимается и остается подождать порядка 1,5 минут. И второе, это Up Angle Money. Ссылка на него тоже здесь находится под 12 пунктом, поэтому обязательно переходите и смотрите. Мы заходим сюда. Первое, что нам необходимо, законнектить кошелек, но законнектить его нам необходимо в сети Polygon. То есть здесь мы будем действовать в Polygon. Все, что нам необходимо, это парочку матиков, буквально несколько долларов. Первое, что нам необходимо, это изначально купить AG евро. Сделать это можно за матик, соответственно, я уже ранее покупал. После того, как вы покупаете, это сделать очень просто. Буквально вбиваем, нажимаем кнопку Swap, подтверждаем, сделали. Дальше мы заходим в раздел Bridge и можем нагонять транзакции также сетями. Это как раз будет тема следующего важного ролика, о котором мы с вами поговорим. Соответственно, выбираем сеть, к примеру, Gnosis. Да, и после того, как мы апрувнули и поменяли несколько матиков на AG евро, можно отправлять сюда, в эту сеть, безвозвратно там небольшое количество AG евро. Нажимаем кнопку Bridge и видим, что эта дешевая транзакция стоит всего лишь 12 центов. Вот таким вот образом можно набивать, в принципе, транзакции, абузить именно в Англии. Это можно не только посредством сети Gnosis, но также благодаря сети Celo. Это тоже делается максимально легко. Точно так же берем небольшое количество и набиваем транзакции. То есть 0,1 AG евро вместе с комиссией в сети, после того, как мы нажимаем кнопку Bridge, и видим, что занимает всего лишь 12 центов. Друзья, это максимально быстро. Как видим, эти две транзакции уже выполнены. Здесь, переведя наш кошелек назад в сеть BSK by Anchor, тоже можем посмотреть, как наша транзакция прогрузится, и она принята. И, друзья, таким образом, всего лишь за 30 центов мы сможем совершить целых 3 транзакции. Для пыльных аккаунтов это ничего, а средний аккаунт 20 транзакций плюс мы прогреем буквально за парочку минут. Поэтому принимайте это себе за основу, и таким образом можно быстро прогревать свои кошелечки. Ну а если ты ждешь следующий видеоролик, в котором я скажу, как максимально дешево охватить наибольшее количество сетей, которые будут важны для такого проекта, который основан на мультичейне, на взаимодействии с множеством сетей, внимательно следи за моим телеграм-каналом, подписывайся на него, и скоро выйдет данный видеоролик. Я благодарю тебя за просмотр, подписывайся на мои остальные сети, к примеру, это Instagram, и увидимся с тобой в следующих роликах. До скорого, друзья, пока-пока.